Трам-пам-пам, милый друг. Пришло время поговорить о игре Earthworm Jim 2. Так что присаживайся поудобнее и приятного просмотра. Знаешь, бывают такие истории, которые начинаются вроде бы обычно, но потом такое вытворяют, что только держись. Вот и с нашим приятелем Джимом, обычным земляным червяком, который каким-то чудом обзавелся суперкосмическим скафандром, случилась именно такая заваруха во второй раз. Итак, представь себе, только вчера этот парень спасал принцессу. Как ее зовут там от злобного пси-ублюдка. Казалось бы, хэппи-энд и все такое. Но не тут-то было. Этот самый пси-говнюк, видать, оказался ублюдком настырным. Задумал он снова пакость, и, как ты понимаешь, Джим просто не мог остаться в стороне. Начинается вся эта карусель на какой-то богом забытой планете. Джим, как обычно, полон решимости и крутых приемов. Тут тебе и бластеры всякие, и даже его слизняк-приятель Снот под боком. Этот Снот, кстати, парень полезный, может и прилипнуть куда надо, и как парашют сгодится, если Джим вдруг решит с высоты сигануть. Но не думай, что все будет просто беги-стреляй, как в старые добрые времена. Разработчики, видать, курнули чего-то забористого, потому что дальше начинается такой трэш, что мама не горюй. Вот, например, представь себе, Джим вдруг превращается в слепую пещерную саламандру. И вот ты, беспомощный слизняк, ползешь по каким-то кишечным лабиринтам, а вокруг тебя взрывающиеся овцы и всякие ловушки. А в конце этого бреда тебя ждет игровое шоу. Да-да, самое настоящее. И вопросы там такие, что хоть стой, хоть падай. Логики ноль, один лохотрон. Или вот еще, башка у Джима вдруг надувается, как воздушный шарик. И ты такой летишь себе, как дирижабль, а вокруг острые штуковины летают. Заденешь, и снова в начало уровня. Это полное дерьмо, скажу я вам. А как тебе такое? Джим садится в свою карманную ракету, и начинается изометрический шутер. Летишь себе, бомбу тащишь, от врагов отстреливаешься. Прямо как в старых боевиках, только вместо Брюса Уиллиса червяк в скафандре. Ну и, конечно, какая история без погони. В самом конце, вместо обычной драки с боссом, Джим устраивает гонки с этим самым пси-ублюдком. Кто первый до принцессы доберется, тот и молодец. Правда, заканчивается все немного неожиданно. Джим принцессу спасает, но все трое, он, она и пси-говнюк, превращаются в коров. Вот такой вот финал. А арсенал у Джима тоже обновился. Появились новые пушки, всякие там самонаводящиеся ракеты и даже совершенно бесполезный пузырьковый пистолет. Анимации тоже стали своеобразными. Вроде бежит Джим, а вроде как и не бежит, а так странно переступает ножками. Но знаешь что? Несмотря на весь этот дурдом, в игре все еще полно крутых моментов. Особенно, когда уровень заканчиваешь. Вместо того, чтобы просто улететь на ракете, Джим устраивает целое представление. То гирю гигантскую в небо запускает, то вообще катапультируется куда-то в стратосферу. Правда, иногда гиря ломает качели, и вместо полета Джиму приходится ловить такси. А потом на экране появляются две коровы. Одна такая «молодец», а другая просто улыбается. Что тут скажешь? Классика!
Первый уровень вообще начинается с того, что Джим встречает золотую рыбку по имени Боб, которая преграждает ему путь. И чтобы пройти дальше, надо поймать свинью, отнести ее на горку, нажать на рычаг и запустить эту свинью прямо в аквариум к Бобу. Вот такие вот головоломки. А на втором уровне Джим оказывается под землей, и чтобы выбраться наверх, ему приходится стрелять в потолок, чтобы грязь падала вниз и образовывала что-то вроде лестницы. Довольно странно, но работает. А в конце уровня его ждет битва с личинкой на одноколесном велосипеде. Ты мог такое представить? Это просто пипец. Третий уровень — это вообще история про спасение каких-то щенков от пси-ублюдка на заброшенном космодроме. И это тупая собака, которая тебя постоянно бьет без причины. Джиму и так приходится вертеться и напрягаться. А эта псина чем-то еще и недовольна. Ну а дальше ты уже знаешь. Слепая саламандра, надувная голова, полет на ракете с бомбой. Короче, скучать точно не придется. Да, и саундтрек тут просто огонь. Куча оригинальных треков и шикарное использование классической музыки. Бетховен одобряет. Так что, мой друг, если ты вдруг соскучишься по чему-нибудь безумному и нестандартному, врубай Earthworm Jim 2 и приготовься к настоящему приключению в стиле Тарантино. Только помни, здесь все может случиться, и финал может оказаться немного коровьим.